Поздним вечером в пригороде Лос-Анджелеса, сквозь тишину и легкий вечерний ветер, из своего дома вышла Элизабет Уайт. С ее лицом легко было спутать ту, которая полна жизни и надежд, готова к простым радостям. Она направилась в ближайший магазин, чтобы купить молоко и хлеб. Элизабет взяла с собой только телефон и небольшую сумку, оставив дома мужа Джейка и двоих детей. «Я вернусь через полчаса», — крикнула она, когда шагала по тропинке. Джейк тем временем был погружен в свои мысли и заметил, как она закрыла дверь. Через несколько мгновений он снова вернулся к своему занятию, ожидая возвращения жены. Это было всего лишь небольшое задание, и он не мог подумать-ка, что оно обернется ужасом. Но то, что началось как обычная вечерняя рутина, быстро принесло тревогу. Прошел час, затем 2, а вскоре и вся ночь. Когда день сменил ночь, беспокойство Джейка стало непреодолимым. Он уже проверил все знакомые пути, обращался к соседям, но никто не видел Элизабет. «Может, у нее поломался телефон», — размышлял он, но эта мысль не могла погасить его тревогу. Через некоторое время он понял, что произошла не случайность. Элизабет исчезла. Джейк отправился в полицию. Начались поиски, но камеры не зафиксировали никаких следов, никаких улик, никаких свидетельств. Она словно растворилась в воздухе. Каждый день становился для Джейка бесконечным адом. Он искал ее, публиковал ее фотографии в газетах, создавал посты в социальных сетях и обращался к телепередачам. Но результаты все были безнадежными. Время шло, и годы, казалось, растягивались до бесконечности. Джейк растил детей один, изматывая себя работой и чувством вины. Каждая ошибка в их жизни порождала в нем боль и печаль. Каждый успех, каждый счастливый момент украдкой напоминал ему о потере. Дети становились взрослее, но отсутствие матери оставляло глубокий след на их жизни. Иногда, когда они собирались за обеденным столом, Хоуп, старшая из дочерей, ловила взгляд отца, полон печали, и на мгновение пыталась представить, какой могла бы быть жизнь, если бы все сложилось иначе. Прошло 20 лет. Серый день осеннего вечера стал началом новой главы давней истории. Хоуп смотрела телевизор и наткнулась на новость о ликвидации религиозного культа на севере страны. В кадрах новостей она увидела людей, только что освобожденных из плена. Их лица излучали сочетание страха и освобождения. Среди них Хоуп узнала свою мать, ту самую Элизабет, которую она не видела с того самого момента, когда вышла за молоком. Это было невероятно. Но как же так? Не имея ответа на вопрос, в ее сердце разгорелась надежда, жажда найти ее. Элизабет, как выяснилось, жила под другим именем, и все эти годы ее разум был под контролем членов секты. Психотропные препараты и методы внушения изменили ее восприятие реальности, лишив воспоминаний о прежней жизни. Расследование, проведенное правоохранительными органами, раскрыло ужасающие детали. Элизабет провела 2 десятилетия в изоляции, веря, что ее прежняя жизнь — это вымысел, который она должна была забыть. Освобождение открыло для нее новые горизонты, но призраки прошлого не покидали ее. После освобождения Элизабет прошла реабилитацию. Она училась заново жить и адаптироваться к миру, который изменился. Постепенно к ней возвращались смутные образы. Запахи детства, воспоминания о смехе детей, лицо Джейка. Но время сделало свое дело, они все изменились. Воспоминания приходили к ней как тени из прошлого, заставляя вспоминать о потерянных моментах. Когда Элизабет наконец вернулась домой, она столкнулась с реальностью, которая поразила ее. Джейк стал старше, его волосы покраснели от седины. Дети выросли, и они больше не были теми нежными ребятишками, которые однажды собирались за обеденным столом. Это были молодые люди, полные собственных переживаний. Хотя они радовались, слезы радости текли по щекам, образуя кратковременные брызги на их лицах.
но в воздухе висела напряженная тишина. Помимо радости от воссоединения, между ними осталась невидимая стена. Стена из утраченных лет. Элизабет жила рядом с родными, но чувствовала, что как будто не приземлилась в настоящем мире. Каждый день, каждый миг проходил в тени тех 20 лет, которых у нее больше не было. Хоуп заметила, как мать старается привыкнуть к обычной жизни, и решила помочь ей, когда та оказалась далеки от понимания. Однажды, вечер под яркими звездами, Хоуп предложила провести время вместе, чем-то заняться. Они выбрали прогулку по знакомым местам и шагали по улицам, обтянутым покровами тепла и воспоминаний. «Ты помнишь, когда мы ходили на рынок?» — спросила Хоуп, и Элизабет, склонив голову, выглядела с сожалением. «Я не уверена», — прошептала она, и тяжелый вздох вырвался из ее груди. С каждым шагом Хоуп пыталась напомнить ей о красоте воспоминаний, о собственном голосе, когда они читали книги или смеялись. Элизабет ловила слова, но их смысл ускользал от нее. Женщина, которая однажды имела все, теперь чувствовала себя неполной, как разбитый сосуд. Они снова начали общаться, хотя между ними всегда оставалась дистанция. Элизабет и Джейк старались говорить друг с другом, но общение, полное того же нежного тепла, что когда-то было между ними, вновь появлялось с трудом. Джейк помнил каждую дрожь в голосе, каждую волну смеха, но теперь это было так далеко. Элизабет старалась изо всех сил, не желая доводить Джейка до отчаяния. Каждый раз, когда их руки касались, казалось, что они вновь находятся на краю бездны, где недосказанные слова и утраченные воспоминания создавали межу между ними. И все же они старались. Прошло еще некоторое время, прежде чем Элизабет начала понимать, что ее жизнь с семьей — это не только тяжелый груз, но и возможность воссоздать себя заново. Она поняла, что ее дети нуждаются в ней, а не в тени матери из прошлого. Хотя ее жизнь изменилась, Элизабет была готова к новому началу, воспринимая каждое мгновение с благодарностью. Семья учила друг друга слышать, понимать и любить. У них была возможность создать новые воспоминания, несмотря на те 20 лет темноты. Каждый шаг к восстановлению был дороже, чем любой воображаемый идеал. Завершение вечерних довольно долгих разговоров у стола в кухне, доверенное обретение смеха и даже слез — это становилось краеугольным камнем их нового единства. Однажды весной Хоуп предложила организовать выходной и провести время на пикнике. Это стало новой традицией. Джейк и Элизабет вспомнили, как они устраивали подобные мероприятия до ее исчезновения. Под открытым небом среди зелени они наслаждались друг другом. Запахи еды, звук смеющихся детей наполняли атмосферу радостью. Элизабет смеялась и плакала, осознавая, как много она потеряла и как много теперь даровано. Несмотря на все переживания, Элизабет чувствовала, что начинает вновь формировать свою собственную жизнь. Она искала возможности волонтерства, участвовала в группах поддержки, помогая другим, кто столкнулся с подобным, как она, преодолеть свои страхи. В этих моментах она вновь обрела смысл. К концу года, когда они вспомнили о дне ее возвращения, в совместном разговоре за столом, Джейк признался, что они все изменились, но их любовь, несмотря на пройденные страдания, стала крепче. Элизабет, глядя на своих детей, поняла, что действительно были найдены те утерянные части ее сердца и жизни. С каждым новым днем, с каждым смехом и слезами они научились создавать свою уникальную историю. Историю о любви, потере и воссоединении. Чувство утраты все еще было, но вместе они нашли в нем источник силы, и это стало основой их новой жизни. Элизабет понимала, что хотя время не вернется, она уже не одна и не будет беззащитной. Они снова вместе и готовы смело смотреть в завтрашний день. Долгое время никто не осмеливался говорить о том, что произошло. Но Элизабет понимала, что нужно наконец попытаться объяснить детям, что именно с ней случилось. Однажды вечером, когда они сидели друг с другом,
Она собрала всю смелость и начала делиться своими воспоминаниями о сектах, о том, как ее похитили, о том, какие пытки переживала ее душа. Она рассказала о своем страхе и о том, как потеряла себя. Дети слушали с замиранием сердцем. Хоуп и ее брат, молодые взрослые, были полны сопереживания и недоумения. Эта история стала частью их общего исцеления. Они понимали, что Элизабет не только мать, но и человек с ее собственными историями и травмами. Ведь каждый из них стал жертвой не только потери, но и стремлением быть вместе, стараться строить новую жизнь, опьяненную надеждой и вдохновением.